был обычным служащим в современной Японии. Он жил безрадостной жизнью, каждый день выполняя одну и ту же работу, и всегда мечтал о большем. Каждое утро он просыпался, садился в автобус и ехал на работу, работал до позднего вечера, а потом возвращался в свою убогую квартиру, где проводил остаток дня, просматривая ТикТок. Он всегда хотел большего от жизни, и его желания наконец-то сбылись. Однажды ночью он проснулся и оказался в белой пустоте, где ничего не было видно. Вскоре его глаза привыкли, и он увидел перед собой беловолосого айдола, который утверждал, что он сам бог. Но Широ не был 13-летней девочкой. Он сидел и спрашивал, где он находится. Бог айдолов сказал, что Широ умер и сейчас находится в лимбе, где его душа вот-вот исчезнет навсегда, но Бог готов дать ему выбор. Бог сказал, что может отправить его в другой фантастический мир под названием Мадиус, если он захочет, где он сможет прожить свою жизнь заново, кем захочет. Это сразу же привлекло внимание Широ, который подумал, что это сбывшаяся мечта. Бог тут же достал блокнот и начал записывать особые навыки, которые он хотел бы передать Широ. Вскоре время вышло, и Широ отправили в фантастический мир Мадиус. Когда Широ снова очнулся, он оказался посреди леса и был вне себя от радости, что получил второй шанс на жизнь. Он тут же встал и начал исследовать мир, а вскоре вышел из леса и увидел вдалеке небольшую деревню. Он сразу же захотел посмотреть, что там интересного, но решил, что если он появится без денег, люди подумают, что он подозрительный, и даже не дадут ему поесть. Вдруг он вспомнил, что Бог сказал ему, что у него будут улучшенные навыки поиска, которые он сможет использовать, чтобы находить дорогие предметы и ингредиенты и продавать их за хорошую цену. Он уверенно встал с палкой в руках и крикнул, чтобы активировать магию. Но ничего не произошло. Это напугало его, и он подумал, что Бог его обманул. Но вскоре он понял, что просто использовал неправильное слово. Когда он произнес слово «поиск», магия поиска активировалась, и он сразу же увидел, где находятся все коллекционные предметы в лесу. Он понял, что эта способность очень полезна, и попробовал использовать другую способность, которая позволяла ему получить больше информации об этом предмете. Он попробовал комбинацию слов, и, наконец, слово «сканирование» помогло ему активировать способности, и он смог получить больше информации о том, что можно собрать. Как в буфете, Широ хватал все, что мог, и анализировал уровень предметов, прежде чем положить их в сумку. Сумка тоже была волшебной и позволяла ему хранить столько вещей, сколько он хотел, без какой-либо платы за подписку. Собрав все материалы в сумку, он решил отправиться в деревню. Когда солнце начало садиться за горизонт, Широ наконец добрался до главных ворот деревни, которые охранял одинокий стражник. Широ поздоровался с ним, и тот проснулся. Оказалось, что все жители этой деревни были коротышками, а Широ был самым высоким, что означало, что у него будет много девушек. Стражник спросил, кто Широ, мечник или рыцарь, но удивился, узнав, что Широ в основном собиратель, что не очень распространено в этом мире. Стражник открыл дверь для Широ и сказал ему найти главный магазин в центре деревни, где обычно продают такие вещи. Широ вошел в мирную деревню и пошел по широкой дороге, где многие жители смотрели на него издалека, гадая, кто этот незнакомец. Широ направился прямо к главному магазину и вошел в темное помещение. Мужчина за прилавком тепло поприветствовал его и спросил, что он хочет продать. Широ достал овальный гладкий камень, который продавец тут же узнал. Это был помет муравьеда. Он сказал, что никогда не видел такого идеального образца, и предложил Широ 5 серебряных монет за него. Он понял, что 5 серебряных монет — это примерно $350 США, больше, чем большинство из вас когда-либо видели. Он сразу же согласился на сделку, и продавец был очень доволен, потирая лицо. Продавец спросил, есть ли у Широ еще что-нибудь на продажу, и Широ тут же выложил все, что собрал в лесу. Продавец был поражен таким количеством предметов отличного качества. Он спросил Широ, зачем он пришел в такую маленькую деревню, чтобы продать такие невероятные вещи, которые можно продать за большие деньги в любом большом городе. Широ тут же соврал, что он просто путешественник, который собирает вещи и ездит по разным частям страны. Продавец оценил его талант и предложил ему работу по сбору ценных камней в ледяных горах неподалеку, где он также может встретить монстров. Широ не был уверен, хочет ли он сейчас отправляться на такое задание. Но продавец пообещал заплатить 20 000 за камни, и у него не было выбора, кроме как согласиться. Он попрощался с продавцом и пошел по деревне, наконец найдя себе гостиницу. Он снял удобную комнату и лег на жесткую кровать,
уставший после целого дня работы, мечтая принять ванну и смыть с себя грязь. В этот момент в дверь постучали, и в комнату вошла молодая девушка с ванной, наполненной водой, чтобы он мог помыться. Широ никогда не принимал ванну и спросил, что ему делать с этим дерьмом. Девушка сказала ему, что он воняет и ему нужно помыться влажным полотенцем. Но Широ спросил, есть ли у них душ, и девушка растерялась и сказала, что у них нет таких вещей, потому что только дворяне могут принимать ванну, а остальные должны мыться водой и полотенцем. Широ не мог поверить, что такая простая вещь, как ванна, недоступна для простых людей, но девушка сказала ему, что есть маги, которые могут использовать магию и мыть других людей за деньги. Эта информация натолкнула Широ на мысль, и он выпроводил девушку из комнаты, дав ей немного денег на чай. Закрыв дверь, Широ начал практиковать заклинание и, наконец, смог использовать заклинание, которое превратило его в мага воды, и он смог принять долгожданную ванну. Наконец, освежившись, он лег на кровать от усталости, все еще скучая по душу, но решил поспать, чтобы пораньше встать. На следующее утро он проснулся на рассвете и отправился в лес за разными вещами. В поисках грибов он заметил странную метку на одном из кустов и пошел посмотреть, что там, и обнаружил на земле разложившийся труп. Он испугался и упал, но потом отдышался и присмотрелся. Он понял, что это был член отряда охраны, который, должно быть, погиб, сражаясь с монстрами. Он подумал, не стоит ли ему уйти отсюда, но решил остаться. Он взял тело и закопал его глубоко в землю, а меч положил на могилу как надгробие. Покончив с этим, он решил приготовить ужин, и поскольку солнце уже садилось, он сначала создал вокруг себя магический барьер, а потом сел на землю и поставил котелок на огонь. Поскольку он не идиот, он решил приготовить себе ужин из диких зеленых овощей, которые нашел, и мяса, которое у него было. Он приготовил рагу из этих ингредиентов, и оно оказалось очень вкусным, и он закончил вечер на хорошей ноте. На следующее утро он отправился в лес с привидениями, где было полно мертвых деревьев и тумана, из-за чего было трудно что-то разглядеть даже днем. Он использовал свою магию света, чтобы видеть, и вошел в лес, зная, что здесь полно монстров, но насколько он мог видеть, в лесу никого не было. Он начал собирать все ценное и вскоре закончил и решил уйти. Он увидел свет на выходе и побежал к нему, не зная, что бежит прямо к опасному обрыву. Он упал в пещеру и наверняка бы погиб, если бы не сообразил использовать магию полета, чтобы удержаться в воздухе. Он мягко приземлился и вздохнул с облегчением, понимая, как близко был к смерти, и решил впредь быть осторожнее. Он снова использовал магию света в пещере и, к своему удивлению, обнаружил, что там полно разных руд. Он быстро достал небольшой молоток и принялся за работу, откалывая руду от окружающих камней, и вскоре наполнил свою сумку приличным количеством. Он заметил еще одну руду вдалеке, но внезапное землетрясение напомнило ему, что он не может здесь долго оставаться, поэтому он быстро использовал магию огненного шара, чтобы взорвать камень и быстрее достать руду. К его радости, эта руда оказалась мистической, которую хотел продавец, и он быстро положил ее в карман, но решил пойти дальше, даже после очередного землетрясения. Через некоторое время он заметил голубой свет в конце туннеля и пошел на него, но обнаружил отверстие с самым голубым озером, которое он когда-либо видел. Он быстро спустился по камням, чтобы осмотреть озеро, которое оказалось волшебной водой уровня S. Это была самая крутая вещь, которую он когда-либо находил, и он сразу решил взять немного с собой. Но он задумался, хватит ли у него фляги, чтобы набрать воды, и не протечет ли она. Но прежде чем он успел что-то решить, из глубины появился огромный черный дракон, разбрызгивая воду повсюду и обливая Широ, который закричал, спрашивая, кто разбудил его от глубокого сна. Широ насмотрелся и даже не вздрогнул, вернувшись в свое обычное состояние одинокого человека, который всегда кланялся каждому в своей жизни. Он поклонился дракону, извиняясь за то, что вошел в его логово, но дракон нашел это забавным, потому что никогда не видел такого нервного человека, и спросил, кто он такой. Широ ответил, что он обычный человек, но дракон не поверил, потому что чувствовал огромную магическую энергию, исходящую от Широ, которая была почти такой же, как у самого дракона. Дракон спросил Широ, может ли он ему помочь, потому что только человек с невероятной магической силой мог помочь ему в его ситуации.
Он сказал, что у него есть яйцо, которое не вылупляется, хотя прошло уже много времени, и спросил, может ли Широ помочь ему с этим. Он сказал, что не попросит его сделать это бесплатно, и просто коснулся воды, из которой появились десятки огромных мистических руд. Широ сразу согласился, и дракон достал черное яйцо и бросил его Широ. Широ схватил яйцо, пытаясь услышать сердцебиение, и задумался, что ему с ним делать. Внезапно он вспомнил, что яйца должны быть теплыми, и использовал магию тепла, чтобы согреть скорлупу, которая вдруг начала высасывать энергию из Широ. И он подумал, что это обман и что он сейчас умрет. Он потерял сознание и очнулся в теплой воде, где появился еще один Капоп-бог с черными волосами, и сказал, что Широ начал творить ерунду, которая нарушает течение этого мира. Широ спросил, умер ли он, но бог ответил, что пока нет, и Широ пришел в себя, очнувшись в темноте. Он использовал магию света и увидел, что дракончик успешно вылупился из яйца. Дракон был очень рад, а дракончик встал на ноги. Дракон поблагодарил Широ за помощь и попросил дать ему имя. Как идиот, Широ решил назвать дракончика Би, и дракон шокировал Широ, сказав, что теперь Би будет жить с ним. Широ не мог поверить, что такое невероятно редкое и красивое существо может быть привязано к нему. Но большой черный дракон сказал ему, что он уже очень силен и сможет защитить малыша. После этого дракон исчез под водой, оставив Широ и Би продолжать свое путешествие вместе. Вскоре Широ и Би вышли из пещеры, и уже наступил вечер. Би радостно летала вокруг, потому что впервые увидела внешний мир, и Широ понял, что скоро стемнеет. Он решил разбить лагерь неподалеку и наполнил стакан волшебной водой из озера. Древний дракон использовал свою магию, чтобы соединить магический мешок Широ с озером, потому что волшебная вода была абсолютно необходима для роста Би. Она быстро выпила один стакан и попросила еще, и Широ налил ей еще. Но Би вежливо протянула ему стакан, потому что хотела, чтобы он тоже выпил питательную воду и был счастлив. После этого Широ использовал магические камни, чтобы создать барьер, не произнося вслух все заклинания. Он знал, что магические камни очень редки в этом мире, прочитав книгу, которую купил у Шекспира, но для него это не было проблемой, потому что он мог легко создавать магические камни. Он сконцентрировал магию тепла в ладони и создал магический камень, который создавал контролируемое пламя для приготовления пищи. Когда огонь разгорелся, Широ начал готовить мясное рагу, и Би, увидев это, начала пускать слюни. Широ подумал, что она сможет переварить немного рагу, и налил ей миску. Он предупредил ее, что оно слишком горячее, но Би быстро проглотила его и обожгла язык, что было довольно жалко для дракона. Широ пришлось подуть на рагу, чтобы оно остыло, и Би выпила его, пока не наелась и не устала. Широ нашел ее очень милой, но потом спросил, не скучает ли она по отцу. Би тут же подбежала к нему, чтобы обнять и сказать, что она счастлива быть с ним. Широ проверил ее характеристики и обнаружил, что она уже на уровне Би и обладает впечатляющими способностями. Он был потрясен, но подумал, что какой бы сильной она ни была, Би все еще ребенок, и ей нужен взрослый, который будет ее направлять. Он начал говорить ей, что даже если она сильнее его, она не должна делать ничего безрассудного и должна слушаться его. Но дракончик слишком устал и начал храпеть прямо посреди лекции. Увидев, что она спит, Широ подумал, что у него есть милый напарник, но не в том смысле, в котором он просил у бога Кей-поп, и задумался, не сделал ли бог это нарочно. На следующее утро Широ поднялся на скалу, с которой упал вчера, и добрался до леса. К его удивлению, лес выглядел совсем по-другому, и он подумал, что это одна из причуд этого мира. Пока Би исследовала окрестности, Широ решил поискать полезные предметы и нашел кучу новых трав. Внезапно он почувствовал странное покалывание, и в следующий момент к нему подлетела Би, явно чего-то испугавшись. Широ тут же начал искать поблизости монстров, и на радаре появилось несколько указателей. Это было удивительно, потому что накануне он не нашел ни одного монстра и подумал, что его неприятный запах, отпугивающий монстров, смылся. Он не боялся сражаться с монстрами, потому что после победы над ними мог получить хорошие материалы. Но опасность была не только в лесу, и вскоре позади него появился каменный сокол ранга Си. Бин испугалась свирепого существа, но Широ нашел его милым по сравнению с древним драконом. Прочитав описание монстра, он понял, что его мясо вкусное, и этого было достаточно, чтобы охотиться на него. Сначала он создал щит, а затем выстрелил ледяными шипами в каменного сокола, мгновенно сбив его. Широ был рад, что получил один ингредиент, но тут Би указала на монстров, выходящих из леса.
Он обернулся и увидел волков со змеиными хвостами и решил сразиться с ними в ближнем бою. Он наложил чары, чтобы сделать свое тело легче и быстрее, и когда первый волк напал на него, он увернулся, высоко подпрыгнув. Затем он сделал свое тело сверхтвердым с помощью магии и ударил первого волка по голове, мгновенно убив его. Другие волки напали на него, но Широ был слишком быстр для них. Он уклонялся от их атак и убивал их мощными и быстрыми ударами. Широ собрал мясо со всех монстров, но вскоре заметил, что из леса выходят новые монстры. Теперь он был раздражен, потому что не мог сражаться вечно, и Би решила ему помочь. Она попыталась взлететь, неся его, но Широ подумал, что у нее не получится. Но Би использовала свою женскую силу, чтобы поднять его, и Широ решил помочь ей, уменьшив свой вес. Он наложил заклинание, чтобы стать легче, но Би этого не ожидала и внезапно взлетела высоко в небо. Широ запаниковал и сказал ей, что она летит слишком высоко, и удивленная Би уронила его. Широ закричал, падая на землю, но деревья смягчили его падение, и он благополучно приземлился. Би полетела за ним и начала лизать его лицо, и Широ разозлился на нее. Поднявшись, он понял, что они вышли из леса, потому что Би была быстрее истребителя. Он поблагодарил ее за помощь и попросил в следующий раз немного сдерживать свою силу, потому что он гораздо более хрупкий, чем она. Но Би не поняла этих сложных слов и крепко обняла его, сломав пару ребер. После этого они продолжили путь в деревню, и Широ начал размахивать веткой, которую нашел в своем рюкзаке. Он сказал Би, что это ветка легендарного дерева Игдрасиль, которая, как говорят, олицетворяет сам мир, но сейчас оно спит. Ну, Би знает, как разбудить спящую ветку, и она выдохнула облако вонючего газа, который превратил крошечную ветку в посох. Широ был потрясен и подумал, может ли такой собиратель, как он, вообще пользоваться посохом. Он не хотел, чтобы люди думали, что он обычный волшебник или что-то в этом роде, но его мысли прервал громкий рев. Широ тут же насторожился и приготовился к бою. Но Би полетела в сторону рева, и он забеспокоился за нее. Широ последовал за ней и увидел, что она кружит вокруг дерева. Как только он подошел к дереву, он увидел изможденную эльфийку и спросил, не напало ли на нее чудовище. Эльфийка отказалась, и вдруг ее живот издал громкий рев, который напугал Широ. Эльфийка сказала ему, что не ела 3 дня, и Широ не мог поверить, что этот ужасный рев исходит из ее живота. Она попросила воды, и он тут же протянул ей свою бутылку, которую она выпила залпом. Вода помогла ей почувствовать себя лучше, но не утолила голод, и Широ начал искать коробку с обедом, которую взял с собой. Он предложил коробку с обедом эльфийке, которая жадно съела ее, а потом испустила радостный крик, сказав, что еда такая вкусная, что она чувствует себя на 7-м небе от счастья. Широ был ошеломлен, потому что никогда не думал, что эльфы могут вести себя так нецивилизованно, но он сказал ей, что еда вкусная только потому, что она голодала 3 дня. Затем он спросил ее, как она могла так быстро остаться без еды, ведь недалеко от нее есть деревня. Ей стало неловко от этого вопроса, и Широ начал ее отчитывать. Он сказал, что даже новички, которые ничего не знают, берут с собой коробку с обедом в путешествие. Эльфийка разозлилась и чуть не поссорилась с ним, но Широ тут же отошел, потому что от нее воняло. Этот расист с обсессивно-компульсивным расстройством сказал, что думал, что эльфы пахнут мятой и клубникой, но от нее пахнет свежим навозом. Эльфийка разозлилась на него и сказала, что не могла помыться, потому что ей пришлось ночевать в лесу несколько дней. Она собралась уходить, поблагодарив Широ за еду, но сказала, что это нечестно, смеяться над тем, кого только что встретил. Она убежала, и Широ остался разочарован после первой встречи с эльфом. В любом случае, он вернулся к сбору материалов и вышел из леса. Би заметила карету, которая ехала к ним издалека, и Широ был очень впечатлен. Вскоре карета подъехала ближе, и Широ был поражен, увидев, что ее тянет единорог. Торговец, который вел карету, тоже удивился и спросил, что он здесь делает. Широ сказал ему, что идет в деревню Торми пешком, и семья торговца выглянула из кареты, чтобы посмотреть, кто там. Мужчина посмотрел на посох Широ и спросил, не волшебник ли он, и тот нервно ответил, что он просто собиратель. Это еще более впечатляюще, потому что в этом мире редко встречаются специалисты по сбору. Затем мужчина пригласил Широ поехать с ними, потому что они тоже направлялись в деревню Торми. Он спросил, сможет ли такой высокий и тяжелый человек, как он, ехать в карете, но мужчина не возражал. Широ согласился и сел в карету, узнав, что дети находят его забавным, потому что он очень высокий. Когда Широ поблагодарил семью за то, что они его подвезли, они сказали, что это не проблема, потому что люди в этом регионе всегда помогают друг другу. Они были очень дружелюбны с ним, и Широ подумал, что они слишком доверчивы.
Он спросил их, что бы они сделали, если бы он был бандитом, а потом попытался напугать детей, но мальчик сказал ему, что он не может быть бандитом, потому что колокольчик не звонил. Широ не понял, и женщина показала ему колокольчик с магическим кристаллом внутри, который звонит, когда рядом появляется плохой человек. Широ был впечатлен этой идеей и подумал, что тоже может сделать такой магический кристалл. Он вдруг вспомнил, что не представился, и рассказал семье о себе, а они тоже представились. Мужчину, который вел карету, звали Палум, его жену Элиза, а их детей Юннань и Каин. Пока они обменивались приветствиями, Би вдруг начала издавать звуки, и дети заметили, что звук исходит из-за спины Широ. Им не терпелось увидеть, что он прячет под плащом, и Широ занервничал, сказав, что это редкий монстр, и они могут испугаться, увидев его. Элиза сказала ему, что это не страшно, потому что у искателей приключений обычно есть монстры-спутники. Это заявление придало Широ уверенности, и он выпустил Би, но только после того, как предупредил ее, чтобы она никого не кусала. Дети были очарованы миловидностью Би, но родители были удивлены, потому что драконы — довольно редкие монстры. Палум спросил Широ, не рыцарь ли он, раз у него есть ручной дракон, и тот объяснил, что случайно нашел драконье яйцо и вылупил его. Но это еще больше шокировало Палума и Элизу. Они сказали, что рыцарей драконов очень трудно встретить, а драконы еще более редки, и Широ стало интересно, кто такие рыцари-драконы. И, судя по аниме, которое он смотрел в прошлой жизни, они должны быть настоящими крутыми ребятами. Вскоре прибыл рыцарь, и семья решила разбить лагерь. Широ создал свет, а затем расставил магические камни вокруг лагеря, чтобы создать барьер. Он сказал всем, что магические камни отпугнут монстров, но если что-то случится, Би их предупредит. Семья полностью доверилась Би, а не Широ и магическим камням, и он был разочарован. После этого Элиза собралась готовить ужин, но Широ попросил ее позволить ему приготовить. Он достал из своей волшебной сумки кухонные принадлежности и ингредиенты, что стало еще одним сюрпризом для семьи. Затем он приготовил еду из ингредиентов, которые нашел сегодня, и все были поражены ее вкусом. Палум даже заплакал, потому что ему надоело есть вяленое мясо каждый день в пути. Он сказал, что Широ должно быть волшебник, и он волшебник вкуса. Все засмеялись, а потом пели и танцевали перед сном. Это был новый опыт для Широ, который на земле всегда ужинал один, и он понял, что ужинать в компании — это здорово. К рассвету Палум уже был на работе, чистил поводья и карету. Пока дети спали, а Би лежала между ними, Широ уже проснулся и сидел на земле, чистя свои ножницы до блеска. Элиза тоже вышла из кареты, все убрала и поздоровалась с Широ, сказав, что тот, кто хорошо ухаживает за своими инструментами, станет хорошим искателем приключений. Широ понял, что в последнее время ему очень нравится его жизнь, и хотя он получил класс собирателя совершенно случайно, возможно, у него это хорошо получается. Вскоре они собрались продолжить путь, но на этот раз Широ попросил разрешения немного подержать поводья, и Палум с радостью согласился. Вскоре он сел на переднее сиденье рядом с Палумом, и они без проблем продолжили путь. Единорог оказался очень умным зверем, он слушал и выполнял все команды Широ. Вскоре Би тоже проснулась и сразу же подлетела к Широ, устроившись у его ног. После легкого путешествия, которое заняло еще пару часов, они наконец увидели деревню Торми и вскоре подъехали к главным воротам, где Широ сразу же вышел. Палум и его семья поблагодарили его за чудесное время, проведенное с ним, и отправились дальше. Охранник, похоже, знал, кто такой Палум, и сказал, что Палум всегда приносит с собой весну. Это заинтересовало Широ, и он спросил охранника, чем именно занимается Палум, и тот ответил, что Палум и его семья путешествуют по теплым регионам, потому что он ткач по профессии. Поэтому, когда Палум приезжает в эту деревню, это значит, что скоро наступит теплая весна и лето. По словам охранника, в последнее время в этих местах стало меньше дичи. Широ понял, почему Пол был так доволен едой. Он поблагодарил Бога за то, что тот дал ему возможность быть хорошим собирателем, ведь ему никогда не приходилось думать о том, где найти еду или деньги. Чуть позже он зашел к торговцу, который дал ему задание, и показал ему все, что собрал. Торговец долго рассматривал предметы один за другим, но особенно его заинтересовал один из камней. Вскоре он повернулся к Широ и спросил, где он нашел этот камень. Это была не просто мифриловая руда, а волшебная мифриловая руда, и Широ понятия не имел, что это такое. Но торговец сказал, что это легендарная вещь. Это, наконец, потрясло Широ, и он спросил, дорого ли это, а торговец попытался объяснить ему масштаб этой находки, сказав, что в этом камне содержится огромное количество концентрированной маны, и даже 2-3 камней хватило бы, чтобы заменить все магические камни в этом королевстве. Широ был потрясен, но не хотел раскрывать свой особый навык, поэтому сказал, что просто случайно нашел его.
Торговец не поверил ему и сказал, что даже если он нашел его случайно, у него определенно есть много навыков и удачи. Он сказал Широ, что его навыки здесь бесполезны, и что ему нужно отправиться в следующий большой город из этой деревни, который называется Белками. Там он найдет людей, у которых есть деньги, чтобы купить такие вещи, и узнает больше об этом мире. Он также предложил ему вступить в гильдию, которая даст ему знания продвинутого уровня, которые определенно помогут ему в будущих приключениях. Позже вечером он расслабился в своей комнате и начал искать информацию о гильдиях и искателях приключений. Он понял, что быть искателем приключений может быть очень выгодно, но он не торопился. Он решил, что следующим шагом будет отправиться в гильдию. Но пока он останется в Торме на некоторое время. Прошло несколько дней, и он предложил приготовить зверя, которого убил пару дней назад, для всей деревни. Поскольку дичи было мало, всем понравился вкус мяса и, возможно, сальмонеллы. Но даже деревенские хулиганы были довольны, так что миссия выполнена. Он провел еще несколько дней, собирая вещи в деревне, но вскоре собрался в путь. Милая старушка дала ему кучу приправ и специй, чтобы он взял их с собой в путешествие, и сказала, что жители деревни хотели бы, чтобы он остался подольше, потому что они привыкли к его присутствию. Широ пообещал вернуться однажды, но сейчас ему нужно двигаться дальше, чтобы убедиться, что у него достаточно припасов. Старушка дала ему кучу домашней еды, потому что путь до Белками был долгим и занял бы у него почти месяц. Она сказала ему, что он может вернуться в эту деревню, если соскучится по дому. Широ поблагодарил ее и вернулся в свою комнату. Он уложил пчелку спать перед завтрашним долгим путешествием и тоже собирался лечь спать. Он подумал о том, как хорошо к нему относились в деревне, и решил, что тоже должен что-то дать взамен. Он встал с кровати и подошел к столу, где лежал фонарь и волшебный мифриловый камень. Он подумал о том, что деревенскому охраннику приходится день за днем стоять на страже, чтобы в деревню не проникли монстры. Поэтому он использовал свою фантазию и ману магических камней, чтобы соединить фонарь и создать новый магический предмет. На следующее утро, когда он собрался в путь, вся деревня пришла проводить его. Он понял, что эта маленькая деревня стала его настоящим домом, куда он обязательно вернется. Поэтому он подарил им созданный им магический предмет. Он сказал охраннику, что этот предмет может создать вокруг них магический барьер, который защитит их от любых опасных монстров, которые могут приблизиться к ним. Жители деревни были очень благодарны за такой удивительный подарок, но торговец взял предмет в руки и осмотрел его. Прежде чем спросить Широ, использовал ли он для этого волшебный мифриловый камень, он открыл дно и достал его, но обнаружил, что камень был там. Но прежде чем он успел возразить и сказать Широ, чтобы тот взял камень с собой, Широ убежал, сказав торговцу, чтобы тот оставил его для деревни. Вся деревня помахала ему на прощание, и его путешествие наконец началось заново. Утренний воздух был свежим, и он шел по полям, наслаждаясь прекрасным днем, как вдруг наткнулся на огромного краба-монстра. Сначала он испугался, но решил проверить характеристики зверя и понял, что это монстр морского ранга, а значит, с ним не должно быть слишком сложно справиться. Он также заметил, что краб съедобен, и у него потекли слюнки, когда он сказал пчелке, что крабовое мясо очень вкусное. Он приготовился к бою и использовал магию, чтобы укрепить свое тело. Но прежде чем он успел что-то придумать, пчелка применила свой сверхзвуковой удар, который сразу же сбил монстра с ног. Но прежде чем он успел его разрубить, вокруг него появились еще два краба, которые двигались из стороны в сторону. Он начал придумывать план, думая, что крабы могут двигаться только вбок, и это можно использовать в своих интересах. Но к его ужасу, крабы сразу же бросились на него, и он не успел увернуться. Он подумал, что на этом его путешествие закончится. Но, к счастью, Би не был таким неумелым, как он, и схватил его за воротник, а затем поднял в воздух, пока два краба яростно сталкивались друг с другом. Оба краба мгновенно погибли. Но опасность еще не миновала, потому что первый краб поднялся и снова бросился на него. На этот раз Широ был лучше подготовлен и достал свой посох, чтобы нанести удар, мгновенно убив монстра. Вечером они собрались поужинать, и Широ использовал свои чары, чтобы укрепить руку, отрезал крабовые ножки, положил их в кастрюлю и добавил воды и специй, чтобы приготовить густое рагу. Когда мясо было готово, они вскрыли панцирь и впервые в этом новом мире попробовали краба, наслаждаясь его вкусом. Широ был доволен собой и сказал пчелке, что чувствует себя прекрасно и не может дождаться, когда они отправятся в путешествие, чтобы попробовать еще больше вкусов этого чудесного мира. Видимо, жители деревни были лжецами, потому что я уверен, что ему не понадобился месяц, чтобы добраться до города Белта, который представляет собой огромное защищенное сооружение, окруженное с одной стороны водой. Он встал в очередь вместе с другими крестьянами, чтобы войти в город, но, поняв, что может выделяться, использовал магию, чтобы сделать свою волшебную сумку обычной, и даже сказал пчелке спрятаться на время. Вскоре его вызвали в иммиграционный отдел, где Це проверил его багаж и документы, чтобы убедиться, что он не собирается разрушать башни.
Они были очень небрежны, просто использовали базовое магическое сканирование, проверяя, нет ли у него судимостей, а женщина проверила его сумку, но ничего необычного не нашла. Широ было интересно узнать, как его характеристики выглядят для других людей, но он понял, что они должны выглядеть нормально, потому что Бог позаботился о том, чтобы он не выделялся. Парень сказал ему, что с ним все в порядке, но у него есть благословение дракона, что их смущает. Широ решил рассказать правду и показал им пчелку, которая сразу же понравилась им, но агент С сказал ему надеть на дракона бирку, потому что они не могут позволить, чтобы вокруг летали неопознанные существа. Широ использовал браслет, который у него был, и надел его на хвост пчелки, что означало, что они прошли иммиграционный контроль и их приветствовали в городе. Он сразу же погрузился в суету города, где люди всех рас шли по своим делам. Покупали еду, покупали доспехи, ходили в тренировочные залы и так далее. Он с восхищением осматривался, пока не заметил вдалеке здание гильдии. Он направился прямо к гильдии искателей приключений и вошел в зал, где увидел красивое место, заполненное воинами и товарищами. Внезапно к нему подошла Ария, девушка-зайка, которая поприветствовала его в гильдии, и спросила, не хочет ли он зарегистрироваться здесь. Широ кивнул и последовал за ней к столу, где она записала всю его информацию и спросила, есть ли у него боевой опыт. Широ ответил, что у него не так много опыта, но он сражался со странной птицей, змеями-волками и кучей огромных крабов. Ария выглядела озадаченной и спросила, есть ли у него доказательства, и этот идиот полез в карман и достал целого мертвого краба, а затем положил его на стол. И тот разбился под тяжестью. Ария испугалась и выбежала на улицу, а все в гильдии собрались посмотреть, что произошло. Один из фурий использовал свой особый навык, чтобы проверить Широ, и сказал ей, что она должна успокоиться, потому что Широ не выглядит опасным человеком. Широ немного смутился. Но Фури объяснил, что у него есть особая способность, которая позволяет ему видеть намерения каждого человека. Если бы он появился в красном цвете, это означало бы, что он хочет причинить неприятности. Но поскольку он оказался синим, с ним все в порядке. Широ был рад этому, но Фури спросил, зачем он носит с собой мертвого краба. Широ ответил, что, конечно, он хочет его съесть, потому что только идиот будет выбрасывать хорошее крабовое мясо. Но это возмутило членов гильдии, потому что в этом мире, похоже, не едят крабов, но они все равно более терпимы, чем Америка при Трампе. Поэтому они позволили ему жить так, как он хочет. После этого Фури сказал Арии, что она должна закончить его регистрацию. Он спросил Широ, есть ли у него напарники, и Широ ответил, что пока его единственный напарник – его дракон-пчелка. Это очень удивило зрителей, потому что они не видели много драконов в своей жизни. А для человека быть собирателем, что само по себе редкий класс, и иметь суперредкого зверя – это почти невозможно. Но Широ стоит здесь. Он сразу же привлек к себе внимание, и несколько гильдий начали приглашать его на свои вечеринки. Ария решила отвезти его в другую комнату, чтобы поговорить наедине, но Широ ожидал, что под столом будет что-то интересное, но получил только печать гильдии на заявление. Это доказывало, что он настоящий искатель приключений. После этого его заявление было одобрено, и ему выдали медный браслет, обозначающий его ранг F, с которого должен начинать каждый новый член гильдии. Широ не возражал, потому что начал представлять себе все удивительные приключения, в которые он отправится. Прошло полмесяца с тех пор, как Широ приехал в этот город, и он уже стал любимцем. Он постоянно приносит очень качественные вещи, которые быстро продаются, и считается лучшим собирателем в городе. Благодаря этому он получает еще больше заказов, и клиенты специально просят его, потому что он не берет непомерную плату, а дает им вещи, которые стоят своих денег. Он снова вернулся в гильдию, принеся свежую партию волшебных грибов, которые он получил от Майка Тайсона. Зверочеловек за столом осмотрел грибы, потому что знал, что Майк предпочитает только лучшие грибы, иначе он откусит кому-нибудь уши. Но Широ ему не о чем беспокоиться, потому что грибы всегда высшего качества. Но прежде чем он успел заплатить, в комнату проскользнула Ария с кучей новых заданий для него, сказав, что они получили много заказов, в которых просили именно Широ как собирателя. Широ посмотрел на количество заданий, которые она держала в руках, и сказал, что не сможет выполнить их все сразу, поэтому взял половину. Ария оставила вторую половину на хранение. После этого Широ решил немного расслабиться и отправился в баню, чтобы принять теплую ванну, которая полностью избавила его от боли. Он вздохнул с облегчением, когда теплая вода ласкала его тело, как поцелуй возлюбленной, а пчелка, похоже, тоже наслаждалась, плавая в воде. Не беспокоясь ни о чем, Широ вспомнил, какой отвратительной и грязной была вода в ванне, когда он только приехал сюда. Но благодаря своей магии он смог очистить воду и подарить ее жителям этой гильдии. Его мысли прервал серебристый ящер по имени Клей, который вошел в баню, поздоровался с Широ и спросил, как у него дела. Широ ответил, что у него все хорошо, а потом спросил, зачем он пришел, ведь обычно в это время он где-то путешествует. Клей сел рядом с Широ и ответил, что тоже не пришел бы в это время. Но у него разболелись старые шрамы,
и это его очень раздражало. Поэтому он пришел сюда, чтобы теплая вода немного успокоила их. Затем он повернулся к Широ и сказал, что недавно слышал слухи о том, что Широ может использовать исцеляющую магию. Потому что он, похоже, использовал свою магию, чтобы вылечить бедного больного человека из трущоб. Широ просто улыбнулся и ответил, что просто повторил то, что видел раньше. Затем Клей спросил, взял ли он деньги с жителя трущоб, но уже знал ответ, что он ничего не взял с бедного человека. Он сказал Широ, что если бы он захотел, то мог бы заработать кучу денег, используя свою исцеляющую магию для лечения людей, потому что целители всегда пользуются большим спросом. Но Широ задумался, не возненавидят ли его целители, которые берут большие деньги за рентген. Клей просто рассмеялся и спросил, получил ли он уведомление о повышении ранга. Но Широ ответил, что его все устраивает и он не хочет менять свой ранг, потому что хочет держаться подальше от внимания. Клей ответил, что если он будет так себя вести, то его будут все больше и больше привлекать к себе внимание, и в итоге он может нажить себе врагов, которые сделают все, чтобы его уничтожить. С этим советом Клей встал из ванны и вышел. После расслабляющей ванны он вернулся к стойке регистрации, где ему заплатили за работу, а пчелка перекусила крекерами. Но администратор снова спросил, когда именно Широ планирует повысить свой ранг. Широ улыбнулся и отказался, сказав, что ему еще нужно кое-что усовершенствовать, прежде чем он сможет подумать о повышении ранга. Он знает, что гильдия могла бы предложить ему более высокооплачиваемую работу, если бы у него был более высокий ранг, что было бы хорошо и для него, и для гильдии. Но сейчас он находится в очень хорошем положении, когда ему платят за то, что он делает, не жертвуя при этом своей личной свободой. Когда он уже собирался идти в свою комнату, в гильдию вошел посыльный и крикнул, что на город нападет орда гоблинов. Вся гильдия тут же начала действовать, призывая воинов, готовя доспехи и щиты. Пока глава гильдии спрашивал одного из разведчиков о приключенцах ранга А, которые все еще находятся в городе, маленькая девочка-мышка ответила, что сейчас доступен только Клей. Остальные уже на задании, и он велел ей немедленно позвать его и объявил, что все приключенцы ранга D и выше должны участвовать в битве. Широ наблюдал за происходящим, но решил, что это не его проблема, потому что у него все еще ранг F, но глава гильдии все равно позвал его. Он сказал, что им нужна его помощь прямо сейчас, и сообщил, что гоблины, скорее всего, нападут с западной стороны и попытаются прорваться через главные ворота. Поэтому лучший способ защитить город — не дать им пересечь мост к главным воротам. По всей гильдии раздался одобрительный рев, воины с энтузиазмом достали мечи, и Широ понял, что все эти ребята — настоящие качки. А он больше похож на либерала, который пьет маття-латте с овсяным молоком. Внезапно двое здоровяков, стоявших рядом с ним, начали смеяться над ним, говоря, чтобы он не мешался под ногами, иначе его раздавят, прежде чем он успеет пошутить. Глава гильдии прервал их и спросил Широ, не тот ли он собиратель, о котором он слышал. Он сказал, что некоторые в гильдии восхищаются им и безоговорочно хвалят, поэтому глава гильдии Грит решил проверить его, чтобы узнать, настоящий ли он. Грит также был впечатлен тем, что Широ один из немногих, кого он не запугал и пожелал ему удачи. Он оставил мышку с ним и взял двух других здоровяков. Мышка повернулась к Широ и извинилась. Приключенцы ранга F обычно не участвуют в таких событиях, но Грит, должно быть, что-то в нем увидел, поэтому позволил Широ сражаться. Похоже, это будет его первый бой, потому что она очень взволнована мыслью о встрече с настоящими врагами на поле боя. Но вскоре ее волнение сменилось ужасом, потому что она не могла унять дрожь от страха и тревоги перед нападением. Она все время пугалась птиц вокруг и крепко обнимала Широ, умоляя его спасти ее. Широ понял, что это будет проблематично, если она будет мешать ему двигаться в настоящем бою. Поэтому он сказал ей пока успокоиться, потому что они еще даже не видели врага. Не говоря уже о том, чтобы участвовать в битве, он подбодрил ее, сказав, что она должна просто сосредоточиться на лечении раненых приключенцев, и это уже будет очень полезно. Мышка, кажется, немного успокоилась и перестала плакать, прежде чем побежать обратно в лагерь, чтобы помочь раненым. Клей рассмеялся, и Широ удивился, что он оказался в том же месте. Они разговорились, и Широ сразу же спросил, почему он не на передовой, ведь он один из лучших бойцов, которые у них есть. Но Клей ответил, что его старые раны в последнее время сильно болят. Без всякой помощи Широ сразу же указал на место, где был шрам, и Клей немного удивился, спросив, не думает ли Широ, что он получил его, убегая, потому что шрамы были на спине. Но Широ покачал головой, не соглашаясь. Он достаточно хорошо знал Клея, чтобы понять, что тот никогда не убежал бы от врага, а значит, он, скорее всего, получил эту рану, защищая кого-то очень близкого. Он сказал, что шрам — это знак храбрости, что Клей рисковал жизнью и спас кого-то.
И даже после этого он снова вернулся на поле боя, готовый спасти любого, кто нуждается в его помощи. Но прежде чем они успели продолжить разговор, Клей заметил вдалеке облако пыли, и его лицо исказилось от ужаса, когда он понял, что строй гильдии, должно быть, не выдержал и гоблины прорвались. Он тут же схватил копье и приготовился к бою. Широ сказал ему не лезть, потому что у него болят раны. Но Клей ответил, что сегодня ему нужно спасти новых друзей, и побежал навстречу врагам. Широ понял, что теперь он тоже должен вступить в бой. Поэтому он со вздохом достал свой магический посох и создал барьер вокруг палатки, где лечили раненых. Он тут же использовал свою суперскорость, чтобы побежать на поле боя, где увидел лишь несколько потрепанных приключенцев, которых атаковали гоблины. Там же были и два здоровяка, которые пытались запугать Широ, но теперь они сражались с врагами. Но несколько гоблинов смогли прорваться мимо них к городу. Широ не собирался их отпускать и использовал магию, чтобы укрепить свое тело, а затем ударил гоблина. Он понял, что эти гоблины намного сильнее тех, с кем он сражался раньше, поэтому попросил помощи Уби, который тут же спрыгнул с его плеча и расправился с каждым гоблином в округе, мгновенно сбив их с ног. Другие приключенцы поблагодарили Широ за помощь, сказав, что все шло по плану, но откуда ни возьмись появился высокопоставленный гоблинский сержант и полностью разрушил строй. Только благодаря Клею им удалось отступить и продержаться до сих пор. Широ понял, что Клей, возможно, в беде, поэтому тут же бросился в лес, где наконец нашел Клея, сражающегося с группой гоблинов, и расправился с ними по одному. Но, к его ужасу, его раны снова начали болеть, и он упал на колени от боли. Но это было ошибкой, потому что гоблины тут же попытались его схватить. К счастью, Широ вовремя вмешался, шокировав гоблинов и спас Клею жизнь. Но прежде чем они успели отступить, появился хабгоблин и бросился на них. Они оба увернулись от атаки, но снова оказались в окружении гоблинов. Клей сказал Широ бежать, пока он их сдерживает, но Широ решил попробовать что-то новое. Ви оглушил нескольких гоблинов, вызвав замешательство, и в это время Широ достал из пещеры воду с маной и обрызгал ею Клея, а затем произнес исцеляющее заклинание, которое не только полностью вылечило его спину, но и превратило его в кайдзю номер 8. После этого Клей в одиночку уничтожил всех гоблинов, и к тому времени, как дождь прекратился, в живых остался только Клей. На место происшествия прибыл глава гильдии, поблагодарил Широ за помощь и пообещал наградить его. Позже тем же вечером Клей вошел в комнату Широ и снова стал самим собой. Он спросил Широ, что именно тот в него бросил, и Широ объяснил, что это была вода из озера с маной из логова древнего дракона. Клей ответил, что его предки были драконами, но теперь он всего лишь ящерица. Но благодаря Широ он смог превратиться в полудракона, но сказал, что слишком боится это использовать. Он боится потерять контроль над собой и разрушить все вокруг. Но Широ сказал ему не волноваться. Внезапно Клей стал серьезным и спросил Широ, кто он такой. Широ наконец решил рассказать ему правду. Он ответил, что переродился в этом мире после того, как умер в другом мире, и Клей с трудом в это поверил. Но после того, что он уже видел, он больше не мог верить своим глазам. Они решили закончить разговор и вернуться в свои постели. На следующее утро Широ проснулся рано и отправился в город, чтобы еще немного осмотреться. Когда он увидел магазин, где продавались разные товары, он остановился и стал наблюдать из окна. Когда владелец магазина пришел открывать магазин, он спросил, не интересует ли его какое-нибудь оружие или древний артефакт. Широ тут же спросил у Пушистой, продает ли она в своем магазине ножницы для сбора материалов, и она ответила, что у нее ничего такого нет. Она сразу поняла, что Широ — это тот самый сборщик, о котором все говорят, и сказала, что может достать ему хорошие ножницы. Пушистая представилась как Рибл и сказала, что их главный кузнец — настоящий мастер и может сделать любые инструменты. Но если Широ хочет, чтобы он сделал для него ножницы, ему нужно найти кое-что, что он ищет. Широ немного растерялся, и Рибл провела его в магазин. Он остановился, увидев 3 кузнецов за работой, и Рибл сказала ему, что влюбилась в то, как кузнецы ковали раскаленное железо. После этого она отвела его к хозяину магазина, сварливому старому гному. Рибл представила ему Широ и предложила принести им немного руды Ильдры, которая им очень нужна для победы в предстоящем соревновании по изготовлению мечей. Гном ответил, что не отправит простого сборщика в опасные шахты, но Рибл сказала, что они должны дать ему шанс. Гном и Пушистая начали спорить, и в конце концов Рибл победила старика, дернув его за бороду и сказав, что они не смогут выиграть соревнование с недоделанным мечом. Гном закричал на нее, сказав, что шахта сейчас особенно опасна, потому что там появились демоны. Он заявил, что безопасность его клиентов — его главный приоритет, и поэтому он не может отправить Широ в шахты Рухой.
Рибл расчувствовалась, услышав, как старик заботится о своих клиентах, и извинилась перед Широ за то, что потратила его время. Но Широ поставил на стол тарелку с печеньем и спросил главного кузнеца, сделает ли он для него ножницы, если он принесет ему немного руды Ильдры из шахт Рухой. Гном запаниковал, услышав это, потому что не хотел, чтобы его обвинили в чьей-то смерти. Но Широ заверил его, что он вполне способен защитить себя. Он достал из кармана клешню краба и, поняв, что она принадлежит монстру ранга Би, согласился отпустить Широ в шахту. На следующий день Широ ехал в повозке с другими искателями приключений в шахты Рухой, а пчелка танцевала от радости, потому что ей не терпелось отправиться в новое путешествие. Тем временем другие искатели приключений говорили о том, что в последнее время в округе происходят странные вещи. Например, растения увядают без причины, и из леса доносятся тревожные звуки. Широ немного забеспокоился, услышав это, и подумал, не из-за него ли это происходит. Но он отбросил эти мысли. Выйдя из повозки, он прошел мимо торговца лошадьми и подумал, что когда-нибудь захочет завести лошадь. Внезапно он услышал знакомый голос из здания, кричащий на предателя за то, что тот ее обманул. Оказалось, что это та глупая эльфийка, которую он спас в лесу, и она говорила предателю, что заказала сильную белую лошадь, которая может бегать так быстро, что почти летает. Но предатель дал ей вместо этого гигантскую белую птицу, и эльфийке это не понравилось. Торговец с лошадьми сказал ей, что в этих краях все очень дружелюбны, и любое существо, которое может перевозить груз, называется лошадью. Независимо от того, к какому виду оно принадлежит, эльфийка сразу поняла, что ошиблась, думая, что в магазине лошадей продают лошадей. Она извинилась за то, что не сформулировала свой заказ более четко, потому что на самом деле хотела пегаса, и торговец сказал ей, что их можно найти только в королевстве гномов. Широ просто слушал весь этот разговор издалека, потому что не хотел снова связываться с этой сумасшедшей. Хотя они оба направлялись в одно и то же место. Он решил собрать по пути немного материалов и сразу же пошел в лес за грибами и цветами. Собирая цветы, он услышал громкий рев. Но на этот раз он знал, что это не монстр. Он пошел на звук и увидел, что эльфийка снова чуть не потеряла сознание от голода. Он дал ей воды и еды, думая, что у нее должно быть совсем нет мозгов, раз она ничему не научилась после предыдущего инцидента. Как только эльфийка поела, она сразу же встала, чтобы поблагодарить Широ. Но он не мог вынести ужасного запаха, который от нее исходил, и инстинктивно использовал заклинание, чтобы очистить ее. Она была приятно удивлена и спросила, что он с ней сделал. Широ ответил, что использовал заклинание, чтобы очистить ее, потому что она портила его представление об эльфах как о расе. Эльфийка представилась, как Вел, и поблагодарила Широ за то, что он дважды ее спас. Он сказал, что это пустяки, и пошел дальше, но Вел остановила его, сказав, что эльфы всегда платят за добро, и она хочет как-то ему помочь. Широ ясно дал понять, что ему ничего не нужно взамен, и Вел настояла на том, что в таком случае она поможет ему с работой. Пчелка подлетела к ней, и Вел заметила, что даже дракон ее одобряет. Широ решил, что не будет ничего плохого, если она пойдет с ним до следующего города. И он снова занялся сбором грибов. Вскоре к нему подошла Виол и сказала, что нашла редкие экскременты монстра, которые дорого стоят, но это просто дорого. А в следующий раз она принесла навоз обычного животного. Несмотря на то, что она дважды разочаровалась, Виол решила, что в третий раз все получится, и вместо этого принесла ядовитый гриб. Позже вечером она предложила собрать дрова для костра, но Широ сказал, что в этом нет необходимости, потому что он может использовать магические камни. Но Вел сказала ему, что следы костра помогают другим путешественникам, которые идут по этому маршруту, потому что они знают, что здесь безопасно останавливаться на ночлег. Широ понял ее логику и позволил ей собрать дрова, но Вел принесла большое и толстое бревно, потому что ей так больше нравится. Широ сказал ей, что такое большое бревно не так-то просто сжечь. Но Вел все предусмотрела, она съела бревно в воздухе, а затем разрубила его на мелкие кусочки своим кинжалом. Широ удивился, увидев это, но когда он понял, что кинжал и Вел — это оружие высокого ранга, все вдруг стало на свои места. После этого он приготовил для всех вкусное рагу, и Вел была в восторге от его вкуса. Затем она спросила Широ, не собирается ли он тоже в королевство гномов, и он согласился. Он сказал, что хочет добыть идру или руду в шахтах Рюхая. Он спросил Вел, зачем она идет в королевство гномов. И она грустно ответила, что ищет белого пегаса небес, которого хочет найти ее сестра. Она не позволила своей грусти испортить настроение у костра и сказала, что теперь еще больше обязана Широ. Ему пришла в голову идея, и он спросил, может ли она быть его телохранителем до конца путешествия. Вел очень обрадовалась, что сможет защищать Широ от всех злых врагов, но на самом деле он хотел научиться полезным вещам, например, как собирать дрова, как она ему показала. Вел удивилась, что он хочет так мало в обмен на то, что накормил ее, но она согласилась на его предложение. Она вела себя как благородная и грациозная эльфийка, пожимая руку Широ, который вдруг обрадовался, увидев ее такой. Но все его волнения от общения с эльфийкой улетучилось, когда Вел начала громко храпеть, и Широ не мог уснуть.
На следующий день он продолжил путь в королевство гномов, не выспавшись. Как только они добрались до пограничного города, Шира отправился в таверну, чтобы попробовать гномью кухню, и Вел сказала, что она такая же вкусная, как и у ее друга-ящера. Шира сказал ей, что у него тоже есть друг-ящер, и Вел начала хвастаться своим другом, который был святым рыцарем-драконом Империи Стелфа. Эта фраза показалась Шира знакомой, и тут из-за стола позади него раздался голос Клея. Он спросил Вел, не о нем ли она говорит. Шира и Вел удивились, увидев его там, и Клей сказал, что это должно быть судьба, что они путешествуют вместе. Затем он повернулся к Шира и спросил, как он мог быть таким бессердечным, что уехал из города, не сказав ему. И Шира нервно ответил, что он сообщил об этом гильдии. Клея не удовлетворил этот ответ, и он спросил, куда он направляется. Узнав, что Шира идет в шахты Райхея, он снова начал его отчитывать, говоря, что авантюристы его ранга не могут даже брать задания на посещение таких опасных шахт. Он сказал, что это место очень опасно, и если Шира не получит за это серьезную награду, ему не стоит идти в шахты. Шира с гордостью сказал, что получит хорошую награду, потому что мастер-кузнец сделает ему идеальные ножницы для сбора ингредиентов. Клей был ошеломлен, потому что это звучало как глупая награда, но Шира верил, что если он будет в хороших отношениях с кузнецом, то в будущем тот сделает ему высококачественную кухонную утварь. Клей назвал его идиотом за то, что он согласился на это предложение, хотя Шира утверждал, что ножницы – самый важный инструмент для собирателя. Клей вдруг заявил, что пойдет с ним, потому что все равно собирался в страну гномов, чтобы починить свое копье. Шира это не очень понравилось. Но тут Вел с радостью спросила Клея, не будет ли он тоже телохранителем Шира. Она начала хвастаться, что будет защищать Шира, пока он не доберется до места назначения. Клею понравилась эта идея, и он тоже решил стать телохранителем. Но Шира это не обрадовало. Хотя он знал, что Вел и Клей довольно сильны, их характеры заставляли его беспокоиться о своем душевном спокойствии. Вскоре они добрались до столицы гномов. Но у городских ворот была огромная очередь. К счастью, Клей знал стражников, и они пропустили его и его друзей через специальный вход, предназначенный только для витов. Пока они спускались по длинной лестнице, стражник рассказывал им об истории города. Когда они добрались до города, Шира и Вел были поражены, увидев, что гномы вырыли гору, чтобы создать этот подземный город. Тем временем стражник сказал Клею, что король хочет его видеть. Шира удивился, узнав, что Клей тоже знаком с королем. И Человек-ящер ответил, что на самом деле он в хороших отношениях с королем, хотя и не заслуживает этого. Стражник сказал ему перестать скромничать, потому что он герой, спасший их страну. Клей сказал, что это было недоразумение, и рассказал Шира настоящую историю. Он сказал, что когда-то гномы были хороши в изготовлении оружия, но плохо им пользовались. Поэтому могущественный демон угнетал их и собирал с них дань. Однажды он просто проходил мимо, и как только дракон его увидел, он улетел по неизвестной причине. Гномы подумали, что он заставил демона бежать, и стали называть его героем. Ну, стражник сказал, что гномы до сих пор считают его героем и даже недавно поставили ему памятник. Но Клей закрыл лицо руками, потому что они сделали его похожим на Годзиллу. Когда они добрались до дворца, Клей сразу же начал спорить с королем из-за странного памятника. Но король сказал, что всем в стране это нравится. После этого старый король обратил внимание на Шира и спросил, зачем он пришел. Шира протянул ему рекомендательное письмо от мастера-кузнеца и попросил разрешения войти в шахты Рухи. Король спросил Шира, знает ли он, что после недавнего землетрясения шахты превратились в логово демонов, и тот подтвердил. Клей сказал королю, что будет сопровождать Шира в качестве телохранителя, и он также может гарантировать, что Вел достаточно сильна, чтобы не отставать от него. Услышав это, король разрешил Шира и его группе войти в шахты Рюхея и найти причину восстания демонов. Клей согласился на задание, а Шира пожаловался, что не хочет идти на расследование. Но у него не было выбора, потому что Клей был героем гномов и уже согласился. Вскоре их троих повел в шахты гном по имени Зомба, и Шира использовал свои заклинания, чтобы осветить темную пещеру. Затем он использовал другое заклинание, чтобы запомнить карту, которую дал им Зомба, чтобы не заблудиться. И оба его телохранителя сказали, что он снова делает невозможное. Шира проигнорировал их и начал искать руду Ильдра с помощью своих навыков. Но он смог найти только небольшое количество руды низкого качества. Замба был впечатлен тем, что он смог найти руду, и когда Шира предложил пойти глубже в пещеру, Би предупредил его о приближающейся опасности. Все заняли свои позиции, и Шира использовал свой навык поиска, чтобы проверить предупреждение Би. Через секунду появились два монстра-паука, и Клей сразу же убил одного из них своим копьем. Шира парализовал другого, дав Вел возможность прикончить его. После этого они продолжили путь, и Шира заметил огромное количество высококачественной руды Ильдро за тупиком. Он получил разрешение от Замба и пробил дыру в стене, которая привела их в пустое пространство, заполненное фиолетовыми кристаллами. Пока Шира думал, что это Ильдра, Замба сказал ему, что это кристаллы Идрита, которые еще более редки и ценны.
Широ не понимал важности своего открытия, когда Би отчаянно предупреждал его о приближающейся опасности. Все вышли, и по угрожающим шагам зомба понял, что к ним приближается демон. Широ внезапно вышел вперед и сказал Клею и Виол, что разберется с врагом. Потому что это был не обычный демон, а гигантский демон-краб. И Широ хотел сам его поймать, потому что хотел съесть его вкусное мясо. Би начала обниматься с ним от радости, и Широ сказал ей, что тоже очень счастлив. У него текли слюнки, потому что краб перед ними выглядел очень аппетитно, и он был так взволнован, что мог бы съесть его сырым. Пока они танцевали как идиоты, Клей и Виол были в шоке. Виол сказала Широ перестать отвлекаться на монстра, и благодаря ее вмешательству он успел заметить, что краб атакует его, и увернулся от его тяжелой клешни. Клей и Виол сказали Широ, что краб перед ними, монстр высокого ранга, и им нужно объединить свои силы, чтобы победить его. Но Широ решил сам справиться с ним, потому что не хотел, чтобы кто-то еще претендовал на его идеальное мясо. Он сказал Би прикрыть его, но запретил использовать огонь или молнии. Затем он достал из сумки свой посох и рассмеялся, как маньяк, прежде чем наложить на себя кучу бафов. Он произнес заклинание, чтобы уменьшить свой вес и увеличить скорость, а также укрепить руки и ноги. Затем он бросился на краба, а Виол и Клей беспокоились за него. Би внезапно использовала звуковую атаку, чтобы обездвижить краба и сбить его с толку. Широ воспользовался этим и прыгнул на краба, ударив его со всей силы. Но, к его удивлению, его мощная атака не нанесла никакого урона твердой оболочке монстра краба, который отбросил его простым ударом. Широ удалось приземлиться на ноги, и, к счастью, он не получил никаких повреждений. Но прежде чем он успел снова атаковать, краб оттолкнул его. Би пришла ему на помощь и заморозила ногу краба, чтобы он не мог атаковать. Широ поблагодарил Би за помощь и просканировал краба, чтобы найти его слабое место. Он нашел 3 сустава, где краб был наиболее уязвим, и сразу же призвал сосульки, чтобы атаковать их. Би быстро закрутила сосульки, покрыв их магией ветра, и Широ отправил их атаковать краба, полностью заморозив его. Все были в шоке, увидев это, и пока Широ и Би молились за душу краба, Виол и Зомба осматривали замороженного краба. Клей был в ярости, что ему не дали шанса сразиться, и Широ нервно извинился перед ним. Он сказал, что если бы они сражались с монстром обычным способом, он был бы весь в грязи и крови, и это могло бы испортить съедобные части. Клей был ошеломлен, когда понял, что Широ собирается съесть монстра. Но потом он разозлился на другое. Он напомнил Широ, что тот должен быть его телохранителем, и если он будет сражаться с монстрами сам, то в нем нет никакого смысла. Широ почувствовал себя немного виноватым, но ответил, что он больше привык сражаться с такими монстрами. Клей согласился с ним, но все же напомнил, что в таких ситуациях они должны работать в команде, чтобы победить врагов. Он попросил Широ больше полагаться на него и Виол, и Широ с Би нервно извинились за то, что не подумали об этом сами. Клей похлопал их по плечу, сказав, что все в порядке, а затем решил, что сначала нужно вытащить краба из пещеры. Когда они закончили, Широ и остальные добыли кристаллы элиты в этом районе, но он сказал проводнику-гному, что все еще получает сигналы из более глубоких частей пещеры. Он предложил исследовать их, чтобы найти еще больше элиты, и гном Зомбо заплакал, потому что Широ нашел для них новую жилу. Увидев его таким, Широ подумал, что, возможно, все странные изменения, происходящие на континенте, произошли из-за того, что он встретил отца Би. Он почувствовал, что его действия изменили ход истории, и теперь он наконец понял, чего хотел бог Кпопа, когда отправил его в этот мир. Когда его друзья отправились обратно, Широ понял, что его эгоистичные действия уже начали менять мир. И он надеялся, что эти изменения будут положительными. Вскоре все вернулись в замок, и Широ сказал королю, что они благополучно завершили расследование и даже устранили самую большую угрозу. Король был рад это слышать, но все же хотел получить официальное подтверждение от Зомба, который с восторгом рассказал королю о том, как Широ победил монстра краба. Затем он попросил Широ показать монстра королю, и тот решил выполнить его просьбу. Он открыл свою волшебную сумку, и из нее выскочил замороженный краб. Весь тронный зал задрожал от веса монстра, и король не мог поверить своим глазам. Он подошел ближе, чтобы полностью оценить размер монстра, а затем объявил, что храбрый поступок Широ достоин награды. Широ сразу же попросил монстра в качестве награды, и король был шокирован, потому что не видел в этом никакой ценности. Вскоре после этого Широ и его друзья отправились в город, и Виол был счастлив, потому что они получили много денег от короля. Но Широ было все равно, потому что он мечтал о том, как приготовить краба. Клей был немного напуган тем, что и Широ, и Би в случайные моменты становились Дулулу. Но Широ сказал ему, что краб будет гораздо ценнее, чем он думает. На следующий день Виол получила в подарок от короля Пегаса, потому что он узнал, что она его искала. Виол была в восторге от крылатого коня, а Зомба тем временем отдал Клею отремонтированное копье.
Вел села на Пегаса, сказав Широ, что он предназначен для ее сестры, поэтому она сразу же отправится домой. Она сказала ему, что в долгу перед ним, и что даже если она будет всю жизнь пытаться его отблагодарить, этого может быть недостаточно. Широ ответил, что все уже улажено, потому что он получил краба. В этот момент подъехала их карета, и Широ попрощался с Вэл. Она сказала ему, что они обязательно встретятся снова, и уехала. Через несколько дней Широ и Клей вернулись в свой город, и их встретила девочка Зайчик-сенпай. Она удивилась, увидев их вместе, и спросила, не объединились ли они в команду. Широ сказал, что Клей просто пошел с ним, но ящер перебил его и заявил, что они действительно объединились в команду. Арья очень обрадовалась, услышав это, и сразу же побежала сообщить об этом мастеру гильдии. Пока Широ смотрел на Клея, Клей сказал ему, что решил остаться с ним подольше. Потому что он знал, что Широ необычный человек, и им нужен кто-то разумный, чтобы присматривать за ним. Хотя Широ не был уверен, что хочет объединиться с Клеем, Би уже понравилась эта идея, и она начала кружить вокруг него. Подумав немного, Широ тоже решил, что путешествовать с ним будет неплохо, и они сели обсуждать название своей команды. По предложению Клея они решили назвать себя Лазурно-черной бригадой и официально зарегистрироваться как команда. После этого Широ отправился в кузницу с кристаллами элиты. Пока Рибл и ее мастер изучали кристалл, Широ спросил, достаточно ли он хорош для изготовления меча, который они хотят. Они вдруг задрожали, как старая Нокио, и Широ запаниковал, думая, что с высокочистым элитом сложнее работать. Но кузнецы вдруг начали кричать и плакать, потому что никогда раньше не видели таких высокочистых кристаллов. Мастер-кузнец сказал, что за свои 120 лет работы кузнецом он никогда не видел столько элиты сразу, и даже Би заплакала, потому что хотела участвовать. Широ был рад, что им понравились кристаллы, которые он им принес. Но потом Рибл сказала, что они не смогут заплатить ему за весь элит. Он сказал, что его просьба осталась прежней, и он просто хочет, чтобы ему сделали ножницы на заказ. Но он готов немного подождать, потому что сначала хочет, чтобы Рибл и ее мастер создали меч, который выиграет турнир по ковке мечей. Через полмесяца, когда Широ наслаждался обедом и напитками в таверне, туда пришел Пушистый с письмом от дворянина, который хотел немедленно его увидеть. Широ не хотел связываться с дворянином и притворился, что у него сердечный приступ, но Клей сказал ему перестать валять дурака. Даже Пушистый заверил его, что лорд Билман не такой уж неприятный человек, и Широ решил открыть письмо. Оно было адресовано ему и Клею, потому что они были командой, и лорд Билман говорил о том, чтобы наградить их. Широ это показалось подозрительным, и он задумался, чего же он хочет взамен. Но Клей знал, что дворянин просто хочет увидеть дракончика. Широ забеспокоился и обнял Би, спрашивая, не хочет ли Билман украсть его. Но Клей и Пушистый считали, что Билман этого не сделает, да, и полномочий у него для этого нет. Вскоре после этого Широ и Клея отвезли в особняк лорда в роскошной карете, и все в городе смотрели на них. Широ удивился, почему они так заинтересовались, и Клей ответил, что каждый искатель приключений мечтает быть приглашенным в особняк дворянина. Потому что если дворянин решит поддержать искателя приключений, тот будет обеспечен на всю жизнь. Вскоре они добрались до особняка лорда, и Широ был поражен, увидев уровень богатства. Карета остановилась перед замком лорда, и дворецкий проводил их внутрь. Их встретила команда горничных, и Широ обрадовался, потому что всегда мечтал, чтобы его встречали горничные. В этот момент туда прибежала высокомерная девчонка, и она сразу же подошла к Широ и Би. Она спросила, не дракончик ли это, а потом сказала, что ожидала, что он будет выглядеть немного умнее. Она вдруг указала на Би и сказала, что теперь дракончик принадлежит ей. Широ и Би испугались, услышав это, и Би спряталась за ним. Широ сказал избалованной девчонке, что она ведет себя неразумно, а она ответила, что драконы — благородные существа, и только такой благородный человек, как она, может их вырастить. Широ быстро понял, что девочка невосприимчива к логике, поэтому он проверил ее характеристики и узнал, что ее зовут Тириш, и она 14-летняя дочь лорда Белмана. Он задумался, как справиться с этой неразумной девочкой, и решил быть с ней помягче. Он встал на колени перед Тириш и спросил, почему она считает, что имеет право на дракона. Девочка нервно ответила, что ее дворецкий сказал ей, что там был искатель приключений с драконом, и, естественно, она захотела его. Она сказала, что дворецкий также сказал ей, что, имея дело с глупыми искателями приключений, она должна вести себя достойно и стоять на своем. Широ разозлился на дворецкого, но потом сказал Тириш, что Би его семья, и она не должна пытаться забрать его. Девочка была потрясена, услышав это, а когда Би ответила ей, она еще больше удивилась, потому что никогда не думала, что дракончик достаточно умен, чтобы понимать человеческую речь. Она вдруг расплакалась и извинилась перед Широ за то, что так грубо говорила, не понимая их связи. Би подлетела, чтобы успокоить ее, и Тириш так обрадовалась, что обняла его. Би сразу же вернулась к Широ, который спросил девочку, почему она так сильно хотела дракона. Тириш ответила, что хотела показать его маме. В этот момент пришел ее отец, и Широ был ошеломлен, увидев, какой он молодой и красивый, и не мог поверить, что это тот самый дворянин, который его позвал.
Мужчина представился как лорд Белман и поприветствовал Шира. Сказав, что много о нем слышал, они сели пить чай, и Белман сначала извинился за поведение своей дочери. Клей сразу перешел к делу и спросил, зачем он их позвал, и Белман ответил, что это из-за его жены. Клей был потрясен, услышав это, и объяснил Шира, что жена Белмана уже давно прикована к постели. Дворянин подтвердил это, сказав, что недавно до него дошли слухи о том, что Шира вылечил слабого и больного человека всего за один день, и он хотел попросить его помочь вылечить его жену. Шира задумался и понял, что ему нужно быть очень осторожным, потому что его магия была достаточно сильной, чтобы Клей эволюционировал. Затем Белман сказал ему, что Тириш хочет дракона для своей матери, потому что она думала, что если рядом с ней будет милое существо, ее здоровье улучшится. Клей задрожал, пытаясь сдержать слезы, услышав это, а Би даже не смогла этого сделать. Увидев их эмоции, Шира согласился, но все равно не хотел рисковать. Однако, немного подумав, он решил спасти жизнь женщины и согласился на просьбу. Билман провел всех в комнату жены, и Шира увидел, что там очень пыльно. Жена Билмана выглядела очень бледной, а ее кости проступали сквозь кожу. Шира был потрясен, увидев ее, и спросил дворянина, может ли он сделать комнату светлее, прежде чем начать лечение. Он узнал, что у женщины аллергия на солнечный свет, поэтому решил осмотреть ее при слабом освещении. Он обнаружил, что у нее столько болезней, что хватило бы на целую больницу. Он сказал Билману, что может вылечить большинство ее симптомов, но есть болезнь под названием отравление ивором, о которой он ничего не знает. Он молчал, обдумывая варианты, а затем спросил дворянина, доверяет ли он жизнь своей жены неизвестному искателю приключений. Женщина уже потеряла надежду на выздоровление и просто хочет в последний раз подержать на руках свою дочь.